Добрый день. У нас сегодня лекция номер 3. Раздел «Кинематический анализ механизмов». Кинематический анализ механизмов заключается в том, что в этом разделе изучается движение тел без учета сил, вызывающих это движение. Соответственно, кинематический анализ сводится к определению положений звеньев механизма, угловых скоростей и ускорений этих звеньев, а также линейных скоростей и ускорений отдельных точек механизма. Кинематика произошло слово от греческого «двигаться». Соответственно, в кинематике изучаются характеристики, положения, угловые и линейные скорости, угловые и линейные ускорения. Ну и, соответственно, они записываются следующим образом. S – это перемещение точки. Ну, есть исключения. Тут мы говорим о точках, да. Вот, если у нас, например, поступательное движение нашего ползуна, мы рассматриваем поступательное движение какого-то ползуна вдоль направляющей, можно говорить, что это перемещение и ползуна, да, то есть вот определяется какая-то точка. Неважно, где эта точка располагается, все равно у этой точки есть перемещение S, есть, понятное дело, скорость V и какое-то ускорение. Ускорение может быть как в ту или иную сторону направлено от направления движения, да? То есть оно может быть больше нуля, и оно может быть меньше нуля, и оно может быть равно нулю. Если у нас происходит перемещение, значит, если перемещение не равняется нулю, появляется движение, и, соответственно, скорость у нас тоже не равняется нулю. Еще очень важный, так сказать, момент. Как бы у нас с вами не двигалось тело, вот, скорость этого тела всегда будет располагаться по касательной к траектории движения этого тела. Ну и, собственно, если мы говорим о угловых величинах, у нас тело двигается по какой-нибудь круговой траектории, да, соответственно, вокруг какого-то центра. Ну и, соответственно, что мы видим с вами? Скорость направлена, естественно, линейная вот так этой точки. Вот. А если эта точка располагается на каком-то теле, то у этого тела появляется, во-первых, изменение угла. Вот давайте напишем вот так вот, φ. Вот, появляется скорость угловая, омега. Ну и, соответственно, появляется либо в том, либо в этом направлении, либо равное нулю, угловое ускорение. То есть, опять, ускорение может быть больше нуля, меньше нуля или равное нулю. Значит, для того, чтобы разобраться, в каких случаях, когда бывают данные ускорения, вспомним очень характерный пример, всем вам понятный. Мы сели, так сказать, утречком в автомобиль, включили двигатель, начали движение. Происходит так называемое ускорение или по-другому разбег. Происходит ускорение. Мы, соответственно, с вами ускоряемся до определенной скорости. Ну, обычно это называют своего рода как бы крейсерская скорость. Вот, крейсерская. Ну и, соответственно, какой-то участок мы едем без изменения скорости. Примерно скорость равняется постоянной величине. Вот, этот участок называется установившееся движение. И когда мы приезжаем в точку конечную нашего маршрута, соответственно, у нас происходит торможение. То есть скорость у нас начинает падать до нуля.
А подскажите мне, скорость какое значение должно иметь? Положительное или отрицательное? Наверное, все-таки все время положительное, да? То есть вот мы видим график. По оси вертикальной у нас отложена скорость, по оси горизонтальной отложено время. Ну и, соответственно, время здесь можно поставить, что мы с вами проходим определенный какой-то путь за это время. Ну и обычно вот это время от начальной точки движения до конечной точки движения называется период движения. Да? Значит, скорость у нас на разбеге растет. Она положительная, но она все время растет. А почему она положительная? Потому что направлена в сторону перемещения, в сторону движения. Соответственно, скорость от нуля до какого-то значения, до крейсерского, растет. При этом ускорение у нас в этом случае больше нуля. На установившемся движении ускорение будет равняться нулю. Тогда скорость будет величиной постоянной. На, соответственно, торможении у нас скорость с вами будет падать, и ускорение будет меньше нуля. Для того, чтобы скорость с каждым участком падала, ускорение должно быть меньше нуля. Значит, что тут важно подчеркнуть? Давайте мы это подчеркнем обязательно. Вот то, что нарисовано на разбеге прямая линия, и здесь на торможении прямая линия, это не показатель, это может быть совершенно разные законы движения, да, то есть может и так быть вариант движения. Вот здесь может быть вот такое, например, изменение скорости, может быть еще какой-то вот такой вариант движения. То есть закон движения на разбеге и торможении может быть совершенно разный. Ну, для автомобиля этот закон зависит от того, как вы работаете педалью тормоза и скорости. Вот. А у механизмов эти законы заранее определенным образом все-таки программируются, закладываются. Еще один момент очень важный. Давайте еще разочек на это акцентируем внимание. То есть, когда мы говорим об определении положений звеньев механизма, нужно четко понимать, что речь идет о положении звеньев. Если это поступательное звено, соответственно, оно проходит какое-то перемещение линейное. Если это звено совершает вращательное движение, естественно, речь идет о положении угловом, да, изменении угла. Вот. И, собственно, еще раз подчеркиваю, получается у нас угловых скоростей это для звеньев, а линейные скорости, хотя мы говорим, что бывают и звенья, которые совершают поступательное движение, о линейных скоростях, ускорениях идет речь для отдельных точек механизма. Подраздел 2.1. Поступательное движение. Рассмотрим движение ползуна по неподвижной направляющей из положения первого во второе. Ползун проходит определенное расстояние, обозначаем его S. И посмотрим точки, принадлежащие ползуну А и Б. В первом положении они имеют одинаковую скорость. Перейдя в другое положение, неважно, на этапе установившегося движения, разбега или торможения, во втором положении эти точки будут иметь тоже равную скорость. Между положениями скорости могут быть не равны у них, а точки, принадлежащие одному ползуну, естественно, имеют одну и ту же скорость. Это одно целое твердое тело. То же самое касается ускорения точки А и точки Б. Соответственно,
Поступательное движение характеризуется тем, что точки двигаются параллельно направляющей. Ну, собственно, как бы все, что можно сказать про поступательное движение. Обращаю ваше внимание, что иногда в определенных учебниках, в определенных методичках вместо W используется обозначение А для ускорения. Подраздел 2.2. Вращательное движение. Рассмотрим звено, которое поворачивается на угол φ. Этому звену принадлежат точки А и Б. Соответственно, если мы поворачиваем в эту сторону, то и угловая скорость у нас тоже будет направлена в эту сторону. Значит, угловое перемещение нашего звена – это функция от времени. Тогда угловая скорость – это производная этой функции от времени, равняется dφ по dt. Пишем радианы, деленные на секунду. Или по-другому, так как радианы – это безразмерная величина, секунду минус первый. Угловое ускорение – это вторая производная от функции поворота нашего звена. Поэтому здесь у нас получается d омега, деленное на dt. Соответственно, измеряется секунду минус второй. Скорость точки А чему будет равняться? Естественно, изменение положения, да, ds, деленное на dt. А как известно, вот это пройденное по дуге расстояние равняется длине нашего звена, умноженное на угол в радианах. Почему именно в радианах? Потому что длина окружности не что иное, как 2πr, если кто помнит. Вот. Ну, у нас тут обозначение этого радиуса L, поэтому L умножить на φ. Мы прошли только часть круга. Соответственно, скорость точки А будет равняться LUA dφ по dt. Вместо, получается, L у нас величина постоянная, поэтому ds это не что иное, как L умножить на dφ. Изменение угла. А dφ по dt это угловая скорость. Вот мы получили, что скорость точки А равняется LUA умножить на омега. Ну и надо не забывать, угловая скорость у нас, например, величина, соответствующая каждому положению, одна и та же. Соответственно, скорость точки Б чему будет равна? Скорость точки Б LOB умножить на омега. Омега величина одна и та же. Следовательно, скорость будет прямо пропорциональна расстоянию от центра вращения. Вот мы это с вами увидели в виде такого вот треугольника, в который укладываются все скорости точек, принадлежащие звену ОА. Ну и концы этих векторов складываются в линию, которая называется распределение скоростей. То есть вот эта вот линия, вот эта линия, не что иное, как линия распределения скоростей. В данном случае линейных скоростей. Значит, если мы рассматриваем с вами ускорение, то есть полное ускорение, линейное ускорение нашей точки А составляется из двух частей: нормального ускорения и тангенциального ускорения. Перейдем к ускорению. Ускорение точки А состоит из двух ускорений: нормального ускорения, так называемого центростремительного ускорения, равного квадрат скорости, деленный на радиус приложения этой точки. Соответственно, это равняется омега в квадрате умножить на LUA. И тангенциальное ускорение, вращательное ускорение, которое показывает нам изменение, собственно, скорости от времени. Вот. И в конечном итоге, если посмотреть вот эти построения, равняется расстояние от центра вращения до точки А, умноженное на эпсилон.
угловое ускорение. Угловое ускорение. Нормальное и тангенциальное – это две линии с естественной системы координат. Ну, почему они естественные? Потому что кривизне какой-то траектории это всегда нормаль. Вот мы видим, что у нас круговая траектория, к ней мы проводим перпендикулярную нормаль, а к ней уже проводим перпендикулярную тангенциальную. Ну и, соответственно, нужно четко представлять, куда у нас будет направлено нормальное ускорение и тангенциальное. Нормальное ускорение всегда направлено к центру. Почему так происходит? Звено обеспечивает связь между центром вращения и точкой А. Поэтому, хотя на точку А воздействуют центробежные силы, сама точка А всегда будет находиться на круговой траектории. И поэтому вот это ускорение всегда направлено к центру, центростремительное ускорение. Тангенциальное ускорение зависит от того, в каком этапе движения мы находимся. Если это у нас с вами ускорение, разбег, то, соответственно, эпсилон будет направлено в сторону, куда направлена скорость, куда направлено движение. То есть эпсилон больше нуля. Вот. Соответственно, тангенциальное ускорение будет перпендикулярно звену и направлено в сторону движения. Туда, куда направлена угловая скорость. Если же у нас с вами торможение, эпсилон будет направлено в другую сторону. Эпсилон будет меньше нуля. И тогда тангенциальное ускорение тоже будет направлено в сторону, куда направлено эпсилон. Будет вниз. Ну и очень важный момент. Если посмотреть на то, чему равняется нормальное ускорение и тангенциальное, мы видим, что для нашего звена омега и эпсилон величины, которые зависят от изменения угла, но не зависят, какую точку мы рассматриваем. Мы можем рассматривать точку О1, мы можем рассматривать точку А, мы можем рассматривать любые другие точки. Вот мы, предположим, вот сюда поставим с вами точку Б. Значит, у нас в этих формулах для точки Б изменится только LOA. Вместо LOA мы напишем LOB. Да? И здесь тоже напишем LOB. Это о чем говорит? Если и нормальное и тангенциальное ускорение изменится пропорционально, то, соответственно, и ускорение точки B тоже изменится пропорционально. Пропорционально расстоянию от центра вращения. По теореме подобия. Да? Это раздел 2.3. Плоскопараллельные движения твердого тела. Плоскопараллельные движения твердого тела – это поступательные движения с полюсом в точке А, плюс вращательное движение вокруг полюса точки А. Ну, как это мы можем себе представить? Вот у нас есть некое тело в первом положении. Это мы представим как вот такое вот стержневое звено. АБ на концах, имеющие две точки. Соответственно, у нас происходит следующее движение. Тело АБ перемещается со скоростью точки А, но при этом еще точка Б начинает поворачиваться. И в момент, когда они приходят во второе положение, точка Б перемещается еще дополнительно на какое-то расстояние, на угол фи. Вот, соответственно, такое движение показывает нам, что как бы наше звено плоскопараллельно перемещается, но тем не менее второй конец нашего звена при этом еще производит поворот.
А точка B относительно точки А участвует во вращательном движении. Поэтому скорость точки B будет складываться из скоростей точки А плюс скорость точки B относительно точки А. Вот куда у нас будет направлена эта скорость, куда она будет направлена. Естественно, она будет перпендикулярна звену АБ, и скорость будет направлена в сторону движения. Вот скорость точки B относительно точки А вот такая. То есть нам, получается, надо сложить вот скорость точки А плюс скорость точки Б. Если мы их сложим, мы получим вот такой вот векторный треугольник. Это будет скорость ВБА, это будет скорость точки А, и это будет полная скорость точки Б. Полная скорость точки Б. Соответственно, вот эта запись векторная, это не скалярная запись, позволяет нам найти полную скорость точки B. То же самое касается и ускорения. Ускорение точки B – это ускорение точки А плюс ускорение ВБА, где ускорение точки А – это ускорение переноса, а ВБА – это относительное движение, вращательное, которое раскладывается на нормальное ускорение и тангенциальное. Специально оставил вам еще разочек поглядеть на составляющие ускорения для вращения. Вот, то есть здесь они тоже присутствуют, тоже участвуют. Ну и так как мы прекрасно с вами знаем, чему они равны, скалярному значению, да, нормальное ускорение равняется омега поворота звена относительно точки А умножить на LAB. И то же самое для тангенциального ускорения угловое на LAB. Существует три основных метода проведения кинематического анализа. Первый – это графоаналитический метод, метод планов. Второй метод – графический метод, графическое дифференцирование или интегрирование. И аналитический метод полностью базируется на формулах, на численных вычислениях. Каждый из этих методов имеет свои как достоинства, так и недостатки. Первые два метода говорят нам о том, что вот графическое здесь слово упоминается, о том, что эти методы базируются на неких графических построениях. Вот. Ну, аналитический метод мы уже выяснили, базируется на формулах. Рассмотрим метод планов, графоаналитический метод. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно понимать следующее различие между структурными схемами и кинематическими схемами. В структурной схеме нам было с вами не важно, какой длины мы нарисовали то или иное звено, как расположены определенные неподвижные точки в нашем механизме. А в кинематической схеме все эти параметры очень важны. Мы должны четко представлять, что, предположим, длина звена первого равняется LA равняется, например, 0,1 метра, а LAB равняется 0,3 метра. А то, что точка O1, например, расположена на одной горизонтальной линии, с направляющей XX. Вот. А ось Y проходит через точку O1. То есть вот эти вещи тут становятся очень важными. В противном случае мы не получим реальные значения скоростей и ускорений. Но ведь мы говорим о том, что это метод графоаналитический, и соответственно мы не можем нарисовать механизм, ну не во всех случаях, скажем так, мы можем себе позволить нарисовать механизм в масштабе 1 к 1. Поэтому используются так называемые масштабные коэффициенты. Что это такое? Это отношение действительной величины, линейной или физической, к отрезку, который будет отображать эту величину на чертеже в миллиметрах. Ну и поэтому
так как мы все-таки речь ведем о кинематическом исследовании, у нас с вами будет использоваться три коэффициента. Масштабный коэффициент линейный, соответственно, вверху, например, истинные значения звена 1 LOA, деленное на отрезок, который мы будем использовать при отображении на чертеже. А масштабный отрезок скорости, скорость точки А и отображаемый на чертеже соответствующий этой скорости отрезок ПА. То же самое с ускорением. Ускорение точки А, деленное на отрезок, которым мы будем отображать вот это вот ускорение ВА. Еще разочек посмотрим на единицы измерения. Вверху у нас метры, внизу миллиметры. Вверху метры в секунду, а внизу миллиметры. То есть истинные значения отображаем неким отрезком в миллиметрах. И так во всем. Поэтому, если я вот нарисовал схему кривошипно-ползунного механизма, здесь мы сразу можем четко сказать, что на нашем чертеже отрезок ОА соответствует длине первого звена LOA. И как он соответствует? LOA, деленное на μL. Да, на μL. Получаем в миллиметрах значение. И то же самое АБ равняется LAB, деленное на μL. Ну, все остальные параметры здесь у нас привязываются к началу системы координат. То есть каких-то дополнительных значений линейных нам здесь рассчитывать не надо. Вот, собственно, начало метода планов. Прежде чем мы с вами начнем находить скорость и ускорение, мы должны механизм перевести в определенное угловое состояние. Ну, я когда говорю угловое состояние, наше ведущее звено — это первое звено. Мы его должны поставить в то положение, для которого мы будем рассчитывать все скорости и ускорения нашего механизма. Давайте с точками разберемся. Есть у нас точка О1, есть у нас точка А, точка С2 какая-то нам указана на втором звене. Это именно точка. Ну, в данном случае точкой С2 обозначают центр масс нашего звена. Центр масс нашего второго звена. Вот. Значит, второе звено, шатун, шарниром соединен с ползуном. Вот. И, соответственно, точка, принадлежащая ползуну, этому шарниру, обозначается буковкой Б. То есть мы с вами должны найти скорость точки О1, скорость точки А, скорость точки ВС2 и скорость точки ВБ. А какие же линейные угловые скорости мы с вами должны найти? Ну, омега-1 нам задано. Причем, когда на структурной схеме в заданиях вам указывают только омега-1 и не показывают эпсилон-1, о чем это говорит? Что в данный момент времени у нас с вами равномерное движение. И, соответственно, эпсилон-1 равняется нулю, его поэтому здесь и не показывают. Поэтому, конечно, я мог бы написать эпсилон-1, но оно и так уже понятно, чему равно. Омега-1 у нас в задании дается. Омега-1 дается в задании. Поэтому остаются у нас только две угловые величины. Это омега-2, которые нам необходимо найти, и эпсилон-2. Эпсилон-2. Значит, скорость точки О1 чему будет равняться? Мы сразу с вами можем сказать. Оно равняется нулю. Скорость точки А. Скорость точки А. Тоже мы сразу можем сказать, потому что омега-1 нам задано. Поэтому скорость точки А равняется омега-1 умножить на LOA. Дадим два определения. Первое. Планом скоростей или ускорения механизма называется фигура, имеющая неподвижную точку полюс, из которых выходят абсолютные скорости или ускорения всех характерных точек механизма. Это первое определение.
полюса обозначают буквой P или P, соответственно, для плана скоростей P, для плана ускорений P. Теорема подобия. План скоростей звена подобен плану положений звена и повернут относительно его на 90 градусов. Рассмотрим простейший план скоростей для звена 1. Значит, мы видим с вами, что звено 1 вращается по круговой траектории. Направление движения нам показывает направление угловой скорости. Скорость точки А направим по 90 градусов к нашему звену. Да? То есть вот мы его направили. Начальная точка этой скорости, отрезка, обозначающего нашу скорость, назовем буквой P, тот самый полюс. А на конце вектора поставим буковку А. Если мы внимательно посмотрим на вот эти вот приведенные формулы, мы когда с вами считали масштабный коэффициент, у нас есть значение скорости точки А внизу стоит отрезок, соответствующий этой скорости. Вот этот отрезок на моем экране, на моем чертеже, да, как раз будет, так сказать, отображаться в этой вот формуле PA. Ну и если мы возьмем какую-нибудь еще точку на этом звене, например, точку К, так как скорости этих точек, точки А и точки К, зависят от расстояния до центра вращения, получается, что у нас прямая зависимость, прямое подобие. Если точка К располагается на середине отрезка на плане положений ровно пополам, ровно на середине, то и на плане скоростей точка К будет располагаться ровно на середине. Вот скорость точки К будет равняться чему? Скорость точки К будет равняться. Давайте запишем. Ну, во-первых, она будет иметь на плане скоростей такой вот вид, это скорость, да, то есть вот этот вот отрезок. ВК. Вектор, то есть показывает нам еще и направление. А значение этой скорости будет, соответственно, омега-1 на ЛОК. Вот что мы в результате получили. Значит, еще разочек я вот тут вот записал все, что нам было дано. Все, что мы с вами можем посчитать. То есть нам были даны, например, истинные значения длины первого звена, длины второго звена ЛОА, ЛАБ. И плюс нам была дана угловая скорость первого звена, как скорость ведущего звена, входного звена. Значит, соответственно, мы с вами можем посчитать масштабный коэффициент. Для того, чтобы его посчитать, мы задаем самостоятельно, что ОА, например, у нас будет равняться 50 мм. И тогда мы сможем с вами это значение, подставив вот в эту формулу, найти масштабный коэффициент. Еще раз повторяю, вот это значение, для того, чтобы отобразить нашу структурную схему как кинематическую уже схему, кинематическая схема строится для конкретного положения, но в данном случае построена для положения угол поворота кривошипа уже равен 45 градусам. Вот это значение очень точно построили в соответствии с тем, что мы задали там 50 мм, предположим, что это у меня 50 мм. А вот значение АБ мы можем, конечно, посчитать по масштабному коэффициенту, и это правильно. Но посмотрите внимательно, там в 3 раза больше, да, то есть вот я беру эту длину и 3 раза ее откладываю. Ну, будем считать, что у меня именно столько и отложено. Значит, нарисовали мы план положений для конкретного положения нашего механизма. Повернули на требуемый угол кривошип, соответственно, провернулся шатун, да, соответственно, за ним, так сказать, подвинулся
поршень из своего какого-то другого положения. То есть где-то здесь вот у нас был поршень до этого, да. Значит, требуется нам найти, еще разочек повторим, скорость и ускорение характерных точек и угловая скорость и ускорение второго звена. Угловая скорость и ускорение второго звена. Значит, пойдем по кинематической цепи. Для точки О1 все понятно, чему будет равняться скорость, равняется нулю. Скорость для точки А тоже понятно. Скорость точки А равняется омега-1 умножить на L ОА. Все понятно. Определяем масштабный коэффициент для плана положений, для плана скоростей. Для плана скоростей определяем масштабный коэффициент. Как мы его определяем? До этого мы только что с вами посчитали скорость точки А. Скорость точки А. Решаем для себя, что скорость, что отрезок, который будет отображать скорость точки А на плане скоростей, этот отрезок мы закладываем сами самостоятельно. Ну, предположим, пусть будет там 100 миллиметров. 100 миллиметров. Считаем масштабный коэффициент для скорости. А дальше по кинематической цепи идем. О1, А. Следующая какая точка? С2, пока ее пропускаем. А следующая точка у нас Б. Вот скорость точки Б, если вспомните, только что мы с вами смотрели плоско-параллельные движения. Только что мы с вами смотрели плоско-параллельные движения. И там скорость точки Б складывалась как скорость точки А плюс скорость точки Б относительно точки А. Векторное выражение, да? Значит, здесь то же самое. Мы берем и к скорости точки А прибавляем скорость относительного движения точки Б относительно точки А. Точка А совершает круговое движение. Направление этой скорости нам с вами уже известно. Мы уже даже построили как бы план скоростей только для одного звена. А теперь нам нужно построить план скоростей уже для двух звеньев. Вот для первого мы построили, теперь надо еще прибавить вторую вот эту скорость. И тогда мы получим скорость точки Б. Ну и давайте посмотрим. Точка Б принадлежит шатуну, и точка Б принадлежит ползуну. Буковка Б, буковка А, как индексы для скоростей, показывают нам, что здесь записано абсолютные скорости точки А, точки Б. Индекс БА показывает нам, что здесь записана скорость относительная точки Б относительно точки А. Ну и абсолютная скорость точки Б какое будет иметь направление? Давайте с вами посмотрим. Шатун в этой точке может перемещать эту точку либо туда, либо туда? Наверное, нет. Да? А почему так происходит? Потому что эта точка еще принадлежит ползуну. И наш ползун с вами двигается только вот в этих направлениях. Да? То есть перемещение точки Б только в этих направлениях. И скорость точки Б происходит только в этих направлениях. Только в этих направлениях. Поэтому вот здесь, внизу, мы с вами пишем следующее. Скорость точки Б параллельно XX. Скорость точки А какое будет иметь направление? Перпендикулярно отрезку ОА. Вот так и пишем. Перпендикулярно отрезку ОА. А вот скорость ВБА, это относительная скорость, и мы ее уже с вами рассматривали, это скорость вращения, как будто мы находимся на конце вот этого звена в точке А и смотрим, что происходит с точкой Б. Оно будет все время покачиваться, да? А для нас, когда мы будем находиться в точке А, точка Б будет совершать вот такое покачивающее движение. То есть это движение вращения. И, следовательно, скорость ВБА
будет перпендикулярно АБ. АБ. Вот в векторном уравнении мы с вами все, что нужно, записали. Но еще не все. Почему? Обратите внимание. Для скорости точки А мы знаем как направление, так и значение этой скорости. И даже знаем, как будем отображать эту скорость на плане скоростей. Да? Отрезком ПА. Поэтому вот тут под обозначением вектора скорости ставят две черточки. Тем самым показывая, что для данного вектора мы знаем и длину этого вектора, и направление. ВБА нам с вами неизвестно. Поэтому, но знаем направление, да, перпендикулярно АБ. Поэтому ставим одну черточку. А вот ВБ, что нам про него известно? Тоже только направление, и опять неизвестно значение этой скорости. Получается, нам нужно найти значение скорости точки Б и найти значение скорости относительной ВБА. Нарисуем с вами план скоростей. Для того, чтобы его нарисовать, прежде всего я должен поставить точку полюса. Поставил точку полюса. Первым делом я должен провести вектор, который мне известен, вектор скорости точки А. Я уже условился, что это будет отрезок длиной 100 мм. Поэтому будем считать, что этот отрезок я прекрасно знаю. Значит, беру перпендикулярно, вот тут уже нужна точность, перпендикулярно ОА, переношу вот сюда эту линию, перпендикуляр, и рисую из полюса, пускаю вот такой вот векторок. Вот 100 мм я отложил. Ну, понятно, я говорю про условные 100 мм. На доске у меня, наверное, все-таки побольше получился. Вот. А когда вы это будете выполнять в том же курсовом проекте или в лабораторке, вы должны, соответственно, взять линейку и отложить ровно те самые там 100 мм или 50, сколько мы там, соответственно, договоримся. Значит, первый вектор я отложил. Вот здесь написано векторное сложение, да? Вот это вот выражение, это всего лишь векторное сложение. К одному вектору плюс второй вектор равняется итоговый вектор. Вот что здесь написано. Если бы нам было все с вами известно, мы бы взяли вектор известный, к нему бы приложили вектор тоже бы известный. Вот. И в результате от начала первого вектора к концу второго вектора, последнего вектора в этом суммировании, да, мы бы получили суммарный вектор. Первый плюс второй равняется суммарный вектор, да. Ну, понятное дело, что это векторная сумма. Вот, это векторная сумма. Но у нас длина второго вот вектора ВБА нам неизвестна. Зато известно, что этот вектор перпендикулярен к АБ. Поэтому в точке А я рисую перпендикуляр АБ. Как это я делаю? Беру перпендикуляр к АБ на своем плане положений, прикладываю этот перпендикуляр к точке А и вот так вот провожу. Потому что я не знаю, куда у меня пойдет вектор, вверх или вниз. Я знаю только линию действия, что она перпендикулярна к АБ. Вот я провел такой вот перпендикуляр. Перпендикуляр к АБ. Если первый вектор мне был известен полностью, и он соответствует скорости ВА, то второй вектор нам известен только по линии действия, что она перпендикулярна к АБ. Вот все, что мог, про этот вектор отобразил. Больше у меня векторов вот в правой части этого выражения нет. А в левой части у меня есть вектор точки Б,
абсолютная скорость точки B. И про нее мы знаем, что она параллельна XX. Параллельна XX. Значит, беру некую линию параллельно XX и прикладываю ее в точку P. Почему? Потому что все абсолютные скорости начинаются из точки P. Что в результате получили? Получили точку пересечения, которую мы назовем точкой B. Да, и это линия параллельно XX. Понятно, да? Вот получили точку. То есть получается первый вектор плюс второй вектор, стрелочку поставили, равняется суммарный итоговый вектор. Вот это скорость точки B, VB. А вот это скорость VBA. 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 То есть это два отрезка, которые отображают на плане скоростей скорость VB и VBA. Все понятно, я думаю. Опять, по теореме подобия мы решаем, что есть у нас точка S2. Вот как для первого звена мы по теореме подобия находили на середине точку К, да? Скорость точки К, так и здесь мы можем с вами, зная отрезок АБ на плане скоростей и имея такой же отрезок на плане положений АБ, можем найти положение точки S2 на плане скоростей. Ну, предположим, нам было задано такое условие дополнительное, да, что LAS2 равняется, например, 1/3 от LAB. То есть по теореме подобия мы видим, что здесь AS2 находится на 1/3 от LAB, то и здесь на отрезке АБ точка S2 будет находиться где? На 1/3 отрезка АБ. Вроде как бы все, но не совсем. Не совсем. Почему? Потому что вот сейчас мы с вами от А до точки S2 показали скорость VS2 относительно А. Это относительная скорость. А нам надо знать абсолютную скорость точки S2. Как она определяется? А тут надо вспомнить определение. Планы скоростей и ускорений имеют характерную точку полюса, из которого выходят все абсолютные скорости для всех наших точек нашего механизма. Поэтому если мы с вами соединим полюс и точку S2, мы получим вектор соответствующей скорости VS2. Во-первых, мы увидели и направление, а во-вторых, мы с вами сможем посчитать теперь уже истинные значения наших скоростей. Как это сделать? Так, ну, вот эту формулу давайте мы обведем. Еще разочек на нее обратим внимание. План положений строится по вот таким вот векторным формулам. Соответственно, вот это у нас как бы третий пункт, который мы выполняем при построении плана скоростей. Соответственно, вот это вот будем называть пунктом 3.2. Да? То есть формулу нарисовали 3.1. Вот третий пунктик мы выполнили с вами. И еще разочек обращу внимание, повторение мать учения. Две черточки для вектора под обозначением вектора означают, что для вектора известно два параметра: направление и длина этого вектора. Здесь одна черточка означает, что нам неизвестен один параметр для этого вектора. И здесь то же самое. А если мы рассматриваем с вами плоский план скоростей, если у вас неизвестных параметров в уравнении 2, значит план скоростей состоится, вы его построите. Если у вас таких неизвестных будет для всех векторов 3 и больше, значит вы не сможете собрать план скоростей.
Понятно, да? Ну, мягко говоря, вот это векторное уравнение можно расписать двумя скалярными уравнениями для координат x и y. Соответственно, это система уравнений из двух уравнений. Раз у нас два уравнения, значит, мы можем найти две величины. Вот и все. Для плоскости составляют два уравнения, для пространства составляют три уравнения. Три уравнения, три неизвестных. Два уравнения, два неизвестных находятся из системы уравнений. Поэтому вот это векторное уравнение не что иное, как та же самая система простых скалярных уравнений из двух уравнений. Понятно, да? Поэтому две неизвестных. Значит, нашли план скоростей, нарисовали. Осталось только посчитать значение скоростей, уже истинные значения скоростей. Пока мы с вами на нашем чертеже имеем просто отрезки, которые соответствуют вот этим скоростям. Как посчитать? А вот так же, как мы здесь для плана положений с вами считали значение чертежное. Но нам надо найти наоборот, истинное. Для этого что нужно сделать? Взять первый отрезок, какой нам на глаза попадется. Ну, например, отрезок АБ. Берем отрезок АБ. Да, давайте это назовем уже четвертым пунктом нашего расчета. Берем отрезок АБ. И, исходя из того, что истинное значение скорости связано с отрезком через масштабный коэффициент, что мы делаем? Мы пишем, что это скорость точки B относительно точки А, и равняется эта скорость, масштабный коэффициент, умножить на отрезок АБ. Обращаю ваше внимание, масштабный коэффициент какой есть со своей единицей измерения, а АБ мы берем в миллиметрах. Соответственно, получаем метры в секунду, как и полагается. Вот первую мы с вами величину нашли. Вторую величину давайте посчитаем. Еще один отрезок возьмем. Какой возьмем отрезок? Ну, например, отрезок ПБ. ПБ. Значит, скорость точки B тогда будет чему равняться? Масштабный коэффициент умножить на ПБ. Все это в метрах в секунду. Получили. Значит, еще один вектор нам остался посчитать. Да, вернее, даже не вектор, а значение. Длину вектора, да? Шестой пунктик возьмем с вами. И возьмем отрезок PS2. Тогда скорость точки S2 абсолютная чему будет равняться? Масштабный коэффициент скорости умножить на PS2. Все это в метрах в секунду. Все ли? Нет, еще не все. Осталось прям чуть-чуть. Седьмой пункт. Значит, смотрим. Эта скорость нами найдена, эта скорость найдена, эта скорость найдена, эта скорость найдена. И омега-2 нам нужно найти. Как найти омега-2? Все банально просто. Омега-2 это угловая скорость, и она зависит от скорости ВБА, которую мы только что в четвертом пункте с вами посчитали. Поэтому мы берем и пишем. Давайте вот это вот уберу, XX. Вот сюда, что ли, перенесем. Пусть оно там будет параллельно XX. Вот. Берем и считаем. Омега-2 равняется ВБА, деленное на ЛАБ. Все? Все да не все. Значит, омега-2 зависит от ВБА. И нам нужно на плане положений показать, куда будет обращена вот эта угловая скорость омега-2. Видно, что она зависит от ВБА. ВБА это отрезок АБ, и смотрит он вниз. И следовательно, я вот сюда пририсовываю вот такую вот дугой стрелочку.
и подписываю ее омега-2. Вот мы показали направление угловой скорости второго звена. Направление угловой скорости второго звена. Значит, еще нам осталось с вами найти ускорения линейные и угловые. Давайте попробуем это сделать. План ускорений. Как строится он? Ну, прежде всего мы должны вспомнить о том, что для вращательного движения нормальные тангенциальные присутствуют и существуют нормальные тангенциальные ускорения. Это первый момент. Второй момент. Мы должны с вами сразу определить масштабный коэффициент. То есть, поэтому я сразу пишу первый пункт. Масштабный коэффициент определяем для ускорения линейного. Чему будет он равняться? А у нас уже с вами есть возможность посчитать одно из ускорений для точки А. Чему оно будет равняться? Давайте вот вспомним для вращательного движения. Ускорение точки А равняется ускорению точки А нормальное плюс ускорение точки А тангенциальное, да? Или по-другому так называемое центростремительное ускорение и тангенциальное ускорение. Это векторная сумма, поэтому наверху обязательно у нас будут вектора. А нормальное ускорение будет параллельно ОА. И оно нам, сейчас подумаем, известно ли полностью или нет. А тангенциальное ускорение будет перпендикулярно ОА. И, собственно, если у нас есть угловое ускорение для вот первого звена, мы его можем посчитать. Да? Почему? Потому что нормальное ускорение точки А равняется омега в квадрате 1 умножить на LOA, истинные значения длины нашего звена. Вот, все это в метрах в секунду в квадрате. А тангенциальное значение ускорения равняется эпсилон на LOA. В нашем случае для первого звена омега-1 было задано, а эпсилон-1 нам неизвестен. Эпсилон-1 нам неизвестен. Следовательно, в нашем случае тангенциальное ускорение равняется нулю. Да? Вот оно нам было известно полностью, тут можем сказать. И остается, что абсолютная скорость абсолютное ускорение точки А зависит только от нормального ускорения. Значит, посчитать значение этого ускорения нам получилось. И направление ускорения мы тоже знаем. Это центростремительное ускорение. И куда оно будет направлено? От точки А к точке О1. Ускорение точки А нормальное, которое равняется омега-1 в квадрате на LOA, да, метрах в секунду. Посчитали. Потом считаем масштабный коэффициент для ускорения. µv равняется ускорение нормальное точки А делить на что? На отрезок от полюса до точки А. А отрезок этот назначаем сами. πA равняется, ну, например, тоже там 100 миллиметров. Сами назначили. Сами назначаем. Сами назначаем. Мы можем написать, что ускорение точки О1 чему будет равняться? Нулю. Нас же тоже надо найти вот эту характерную точку. А вот идя по кинематической цепи, мы с вами можем записать следующее. Третий пункт. И написать. Для скоростей мы писали ВБ равняется ВА плюс ВБА. А для ускорений то же самое, только с обозначением W. B равняется WA плюс WBA.
БА. Что поменялось? Только обозначение. Были скорости, стали ускорения. Опять-таки это векторное уравнение, поэтому ставим стрелочки наверху, показывающие, что это вектор. И опять разбираемся, какие вектора нам известны. Но вот этот вектор нам известен полностью. Вот только что мы говорили об этом, что вот этот вектор равен нормальному ускорению точки А. Поэтому я вот здесь вот добавлю n, чтобы два раза не переписывать. Да? А вот ВБА это ускорение вращательного движения. Скорость для вращательного движения мы с вами находили, а ускорение опять-таки по аналогии расписывается на нормальное и тангенциальное. Поэтому всю формулу запишем полностью с учетом, что ВБА это ускорение вращения. Распишем их. WB равняется WA нормальное плюс WBA нормальное плюс WBA тангенциальное. Ставим стрелочки. Можно просто черточки ставить. И далее записываем направление внизу для каждого вектора. Это центростремительное, поэтому тут сразу пишем, что это параллельно ОА. И то, что обычно формул не добавляют, но вам для восприятия, вот тут в скобочках напишу, стремится к точке какой? О, центростремительное ускорение. Дальше смотрим. Значит, знаю ли я про этот вектор ускорения, кроме направления, длину? Конечно, знаю. Вот в первом пункте мы ее только что вычислили. Поэтому здесь поставлю две черточки. Я знаю про этот вектор все. И направление, и длину этого вектора. Следующий у меня вектор – это нормальное ускорение точки B относительно точки А. Как он будет располагаться, как он будет проходить? Он будет располагаться вот так. От точки B, центростремительное ускорение, вот это вот, которое нам пока непонятно, известно, неизвестно, оно будет располагаться вот так. ВБА. Нормальное ускорение, центростремительное. А для точки B в этом относительном движении точка А является центром вращения. Поэтому она будет направлена вот к точке А. Ну и, соответственно, записываем в этом уравнении. Параллельно АБ. И опять пишу добавочный пунктик. Стремится к точке какой? К точке А. От точки Б к точке А. Приложено в точке Б. Стремится к точке А. Что знаю про этот вектор? Направление знаю. Значение. А знаю ли я значение? Давайте по аналогии посмотрим. Ускорение нормальной точки А равнялось омега-1 в квадрате на LUA. Следовательно, для вращательного движения мы смело можем с вами написать для вращательного движения, что ускорение нормальное точки B относительно точки А равняется омега 2 в квадрате на LAB. На LAB. Написали. Ну и отсюда следует, что мы с вами можем взять некий отрезок, который будет соответствовать вот этому ускорению. Да, в самой формуле напишем, что знаем обозначение. Да, две черточки поставили. Значит, соответственно, возьмем отрезок, назовем его вот так вот. АН2. И значение этого отрезка, который будет отображать ускорение нормальное БА, запишем следующим образом. Ускорение БА нормальное делить на масштабный коэффициент ускорения. В каких единицах получим с вами? В миллиметрах. Не забываем про это дело. В миллиметрах.
Значит, вот два вектора, которые мы знаем полностью. Два вектора, которые мы знаем полностью. Разберемся с тангенциальным. Что нам про него известно? Ну, нам известно, что тангенциальный располагается по касательной к траектории движения точки B относительно точки А. Да? То есть, это, если это был нормальный, то это тангенциальный. Тут все банально просто. Значит, это просто перпендикуляр к АБ. Линию действия, или по-другому направление, мы как бы знаем. Но слово направление тут немножко нехорошо звучит. Скорее линии действия, да, то есть знаем, что это перпендикуляр к АБ. А вот само значение тангенциального ускорения ВБА мы с вами, к сожалению, сказать не можем. Поэтому здесь показываем, что мы знаем только один параметр этого вектора. И остается у нас абсолютное ускорение точки B. И оно будет направлено, наш ползунчик все время двигается только по направляющей. Он, как вы помните, нанизан на эту направляющую, да? И, соответственно, мы можем сказать, что ускорение будет, как и скорость, параллельно xx. Даже могу сюда добавить, что ВБ тоже также будет менять свое направление, но двигаться, вернее, располагаться этот вектор ускорения будет только параллельно xx. Только параллельно xx. Значит, опять про это ускорение мы можем сказать только линию действия. Поэтому ставим тут только одну черточку. Вот. Уравнение готово. Давайте мы его обведем. Вот оно, наше уравнение. Теперь, согласно этому уравнению, мы с вами должны построить план ускорений. Как мы делаем? Ну, во-первых, у нас есть отрезок PA. Во-вторых, у нас есть отрезок, вот мы его писали, да? И вот есть отрезок АН2. Эти два отрезка соответствуют вот этому ускорению и вот этому ускорению. Давайте мы их сразу и нарисуем. Значит, ставлю где-то полюс. Ну, где возьму полюс? Ну, давайте вот здесь вот, наверное, поставлю полюс. Тут поставлю полюс. Полюс в планах ускорений обозначается буквой π. Рисую 100 миллиметровый, я же вот тут вот задал 100 миллиметров, да, отрезок ΠА равный 100 миллиметрам. Параллельно ОА. Вот так вот беру свой маркер, переношу в точку P, рисую отрезок соответствующий длины, равный 100 миллиметров. Ну, понятно, что на доске у меня это все условно. 100 миллиметров, они явно не соответствуют метрической системе координат. А когда вы будете рисовать, все это должно выдерживаться. Значит, вот этот отрезок я нарисовал. Я посчитал еще отрезок АН2. Он соответствует вектору, который пристыковывается к вот этому отрезку. К тому месту, где у нас точка А, да, стрелочка, центростремительное ускорение. Вот оно было вниз направлено. Значит, и здесь это центростремительное ускорение WBA нормальное. Я беру и рисую вот такой отрезок параллельно АБ. На конце ставлю точку под обозначением N2. Почему N2? Ну, во-первых, что показывает, что это отрезок соответствует нормальному ускорению. Вот это еще не полное ускорение. А во-вторых, что это принадлежит нормальное ускорение второму звену. То есть вот почему тут обозначение АН2. От полюса идем, точку А поставили, вот этот вектор изобразили. От точки А до точки N2 нарисовали параллельно АБ отрезок АН2, значением АН2, да, в миллиметрах. Вот поставили два известных нам отрезка. То есть один отрезок у нас будет соответствовать ускорению точки А, нормальному. А второй отрезок
будет соответствовать ускорению точки B относительно точки А, тоже нормальному. Вот то, что мы с вами изобразили. То, что изобразили. Теперь, что нам остается еще нарисовать? Перпендикуляр КБ. Ну, с этим легко справиться. Вот перпендикуляр к нормальному ускорению будет перпендикуляр КБ. Да? Вот я его провел. То есть это не что иное, как перпендикуляр КБ. Давайте мы вот как так напишем. Перпендикуляр к АБ. Опять-таки, я не знаю, где он закончится, поэтому я его рисую и вверх, и вниз. Просто линия действия вот этого тангенциального ускорения. Значит, в этой части, в правой части моего уравнения все закончилось, больше ничего нет. А в левой части у меня остался один-одинешенек, суммирующий вектор, абсолютное ускорение точки B. И мы знаем про него, что оно параллельно XX. Что надо сделать? Параллельно XX через полюс провести линию. Две линии векторов, длины которых нам были неизвестны, пересекутся в точке B. Маленькую точку B напишем, обозначение поставим. Значит, что я получу? Вот этот вот векторочек, вот этот векторочек, вот этот векторочек. Это не что иное, как тангенциальное ускорение точки B. Вот. А вот этот векторочек, да, и стрелочки надо поставить все-таки, стрелочки же вектора. Поэтому мы стрелочки обязательно с вами должны поставить. Вот. И, соответственно, вот этот отрезок от π до b, векторный отрезок, будет обозначать нам ускорение точки B абсолютное. Все ли мы сделали? Ну, посмотрите внимательно. У нас тут было написано полное ускорение ВБА, да? Его тоже надо каким-то образом показать. Что мы делаем с вами? Мы точку А соединяем с точкой Б. Нормальная плюс тангенциальная, итоговый вектор. Вот как раз он будет соответствовать ускорению ВБА полному, но не абсолютному. Вот. Разница между полным и абсолютным в чем заключается? Абсолютные все начинаются из полюса, а полные это нормальные плюс тангенциальные. Вот ВБА мы показали, да? Что нам остается? Давайте-ка мы прямо вот так позачеркиваем. Это мы уже вычислили, это вычислили, это вычислили, это вычислили, 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 вычислили. Вот это еще не вычислили. Это уже вычислили. Эпсилон тоже нам пока неизвестно. Ну, кстати, зря вот эти зачеркнул. Еще пока истинные значения не знаем. Но осталось бы отобразить на нашем плане ускорений ускорение абсолютной точки S2. Опять по теореме подобия мы можем сказать, что значит план ускорений подобен плану положений, повернутый на угол альфа. На угол альфа. Где же этот угол альфа? Ну вот посмотрите, между нормальным ускорением, да, и полным ускорением. Вот этот самый уголочек. Вот он, этот ускорение АБ, вернее, ускорение ВБА, оно подобно вот этому отрезку АБ. То есть тут у нас отрезок АБ и здесь отрезок АБ. Следовательно, вот S2 находится на 1/3 от точки А на плане положений. И здесь у нас есть точка А и есть точка Б. И на 1/3 мы с вами ставим точку S2. Точку S2. И для получения абсолютного ускорения точки S2 от полюса ведем отрезок векторный. Вот такой, ну, слово векторный отрезок, наверное, неправильный, все-таки вектор. Вот получаем VS2. 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 Вот. Вроде как бы справились. План ускорений построили. Но пока это только отрезки, соответствующие ускорениям, которые нам еще предстоит с вами найти.
Потом будем считать, что это пункт 4.2. 4.2 и вот этот пункт 4.1 мы выполнили согласно пункту 4.1. Построили план ускорений. А теперь, зная соответствующие отрезки, найдем абсолютные значения неизвестных нам ускорений. Ну, какие нам ускорения надо найти? VS2, VB и ε2 нам тоже надо найти. Что для этого делаем? Значит, давайте вот здесь вот поясняющие уберем. Поясняющие уберем. Поясняющие уберем и попробуем как-то вот туда все это дело вписать. Ну, доска у нас маловато. Но, тем не менее, есть возможность все время что-нибудь стирать. Значит, будем считать пунктом 5. Берем отрезок, нам первое, что на глаза попадется, вот тангенциальное ускорение. Значит, соответствующий это отрезок N2B. Следовательно, по этому отрезку мы можем вычислить тангенциальное ускорение точки B относительно точки А. Чему будет равняться? Масштабный коэффициент ускорения умножить на N2B. Нашли. Метры в секунду в квадрате. Шестой пункт. Возьмем отрезок PB и по нему, согласно нашему плану ускорений, найдем ускорение абсолютной точки B. Опять масштабный коэффициент ускорений на отрезок PB. Отрезок берем в миллиметрах, подставляем сюда, метры в секунду в квадрате получаем. Не забываем, что у нас масштабный коэффициент имеет единицы измерения метр в секунду в квадрате, деленные на миллиметры. Поэтому миллиметры деленные умножить на миллиметры, получаем сокращение и остаются метры в секунду в квадрате. Да? Все хорошо. Значит, что еще нам нужно получить с вами? Ну, давайте посчитаем полное ускорение. Седьмой пункт. Значит, есть у нас отрезок АБ. Следовательно, по этому седьмому пункту мы найдем ускорение точки B относительно точки А равняется масштабный коэффициент ускорения на АБ. И опять метры в секунду в квадрате запишем с вами. Восьмой пункт. Есть еще необходимость найти ускорение VS2. Значит, берем отрезок PS2 и по нему находим ускорение VS2 равняется масштабный коэффициент ускорения на PS2. Все по аналогии. В общем-то, писать дольше, чем на самом деле понять основной принцип. Построили план, взяли неизвестные полученные отрезки, которые были до этого неизвестны. Вот, и, соответственно, перемножили на масштабный коэффициент для данного плана. Для каждой точки. И вот, собственно, все, что нужно, нам нашли. Значит, это все нашли. Соответственно, это нашли. Давайте зачеркнем VS2 теперь. Теперь уже все соответствует. VB нашли. И остался ε2. Это угловое ускорение. Как его найти? Вспомнить, от какое ускорение зависит от углового ускорения. Какое ускорение? Тангенциальное. Для второго звена у нас есть тангенциальное ускорение, называется VBA. Поэтому мы берем и в девятом пункте пишем ε2 равняется ускорение тангенциальное BA, деленное на LAB. В чем получим секунду минус второй степени. Само значение ε2 получили. А теперь надо определиться, куда же оно будет направлено. Тангенциальное ускорение у нас вот этот отрезок. Стрелочка связывает N2 с B, втыкается в B. Эта стрелочка, значит, вектор ускорения тангенциального направлен вверх. Поэтому вот здесь я возьму и нарисую ε2. Куда он будет направлен? Вверх.
ε2. Вот, собственно, для кривошипно-ползунного механизма мы с вами план скоростей и план ускорений построили. В чем особенность этого метода? Он, как вы видите, он очень затратный. Мы с вами это делаем уже по меньшей мере 30 минут. 30 минут. Вот, то есть, мало того, этот метод позволяет, да, конечно, найти скорости и ускорения для всех характерных точек нашего механизма. А что значит характерные точки? Те точки, которые нам даются в задании. Характерные они называются еще потому, что они, как правило, расположены на концах наших звеньев. Да? Ну и есть какие-то промежуточные точки, вот как К, как точка С2, вот, которые дополнительно даются в задании. Но все это мы сделали в рукопашную, и все это мы сделали только для одного положения. Вот. А если наш механизм сейчас поменяет свое положение, в результате это все придется заново пересчитывать. Сами формулы, естественно, останутся те же самыми, но план скоростей и ускорений изменится, потому что у нас положение вот этого звена, первого звена и второго звена в другом положении, естественно, будет меняться. Ну, например, вот такое, например, положение, да, чтобы вы понимали. То есть это, в общем-то, приведет к тому, что план скоростей и ускорений тоже изменит, так сказать, свой вид. Но формулы будут применяться те же самые. Так, на этом все, наверное, по третьей лекции. Наверное, да. Все остальное будем рассматривать с вами в четвертой лекции.